А вы видели пугающие предсказания Симпсонов на 2024 год? Эти ребята реально знают, что будет происходить в будущем. Я покажу то, что уже сбылось, и то, чего нам всем реально стоит опасаться. От Третьей мировой до покорения других планет. Думаете, что это чушь? Досмотрите до конца. Ваше мнение точно поменяется. Что уже сбылось? «Симпсоны» — это легендарное анимационное шоу США, которое иногда заставляет думать своих зрителей, что создатели — это ребята из будущего. И чтобы не быть голословным, давайте покажу то, что реально было предсказано и случилось на самом деле. В одном из эпизодов «Симпсонов» под названием «Политические неумехи с Гомером Симпсоном» прокручивалась новость о том, что Европа выставила Грецию на продажу через eBay. Звучит как шутка, но вскоре Греция действительно оказалась в глубоком экономическом кризисе. Кто бы мог подумать? А в 1998 году в «Симпсоны на флоте» вспоминали о лихорадке Эбола, и в 2014 году эта угроза вновь оказалась в центре внимания мировой общественности, ведь погибали сотни людей. Случайность? Мне так не кажется. Или что скажете про общение по фейстайме, показанное еще в 1995 году в эпизоде «Свадьба Лизы». Это стало реальностью с появлением этой технологии на смартфонах в 2010 году. Более того, в 1997 году в эпизоде «Нью-Йорк против Гомера Симпсона» была сцена, где Барт стоял рядом с журналом, на обложке которого были изображены башни-близнецы. И это за несколько лет до трагедии 2001 года. А что скажете про предсказания мировой пандемии? Пересмотрите эпизод «Марч в цепях» 1993 года, где вирус прибыл в Спрингфилд из Китая, вызвав массовые жертвы. Ничего не напоминает? Вы скажете, ну просто совпало! Тогда что скажете про более конкретные предсказания? Например, в 2001 году Лиза Симпсон в роли будущего президента появляется в фиолетовом пальто и с жемчужным ожерельем. Так же, как Камала Харрис на своей инаугурации в 2021 году. Как такое может просто совпасть? Ну и раз вы примерно поняли уровень точности предсказаний этого странного мультсериала, то давайте покажу то, что нас ждет в этом году. Дональд Трамп. И куда без текущей политической повестки? 8 ноября 2022 года Дональд Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, подтверждая множество предварительных слухов и ожиданий. Однако, самое интригующее в этой новости — это то, что «Симпсоны» уже намекали на эту возможность в эпизоде 2015 года. В эпизоде под названием «Барт в будущее» появляется сцена, где Гомер падает с неба, а на заднем плане виден предвыборный плакат с надписью «Трамп 2024». Это вызывает вопросы о том, как создатели могли предвидеть такое развитие событий. Может ли это быть просто случайностью, или создатели шоу обладают неким необычным предвидением? Этот эпизод стал еще более заметным, учитывая, что он был выпущен за несколько лет до того, как Трамп впервые занял президентское кресло. Это добавляет еще один слой интриги и загадочности к уже запутанной ситуации. Не стоит забывать, что «Симпсоны» уже однажды предсказали его президентство в серии 2001 года, где Лиза Симпсон упоминает, что ее предшественником был именно Дональд Трамп. Когда Трамп действительно стал президентом в январе 2017 года, многие вспомнили это как невероятное совпадение. Эти эпизоды ставят под сомнение границы между случайностью и преднамеренным предвидением. Ведь угадать дважды одно и то же событие невозможно даже по теории вероятности. Смогли ли создатели шоу действительно заглянуть в будущее? Насколько далеко может зайти анимационный сериал в своих прогнозах? На эти вопросы я постараюсь ответить дальше, ведь в конце будут действительно пугающие предсказания. Apple Vision Pro. Кстати, еще одна вещь, которая в этом году уже сбылась. В феврале мир встретил новый революционный продукт от Apple Vision Pro – гарнитуру виртуальной реальности, которая позволяет пользователям погрузиться в сверхреалистичные виртуальные миры. Но стоит ли удивляться этому нововведению? Возможно, «Симпсоны» уже давали намеки на такое развитие технологий. Еще в 2016 году в эпизоде «Друз. Я и семья» мистер Бернс использует прототип подобной гарнитуры виртуальной реальности, чтобы Мардж, Барт, Лиза и Мэгги могли сыграть его идеальную семью. Эта технология поразительно напоминала только что выпущенный Vision Pro. Когда продукт стал доступен, в Спрингфилде начался хаос. Люди стали спотыкаться о реальные объекты, будучи поглощенными виртуальным миром. Теперь, когда Vision Pro вышел на рынок, мы видим похожие сценарии и в реальной жизни. Парням из Apple даже пришлось ограничить использование гарнитуры при движении. Каким образом «Симпсоны» смогли так точно предсказать появление такого продукта за целых 6 лет до его анонса?
Может быть, это просто счастливое совпадение, но учитывая множество предсказаний, которые шоу сделало на протяжении многих лет, начинаешь задумываться. Это делает каждый новый эпизод не только развлечением, но и объектом для анализа и возможных прогнозов на будущее. Пугает, правда? Но идем дальше, ведь тут предсказания посерьезней. Черная дыра. В 2013 году «Симпсоны» задались вопросом о том, что произойдет, когда человечество серьезно займется изучением черных дыр. И выпадало это именно на 2024 год. Многим могло показаться, что это еще очень далеко, но недавний запуск спутника в Индии может изменить наше представление о черных дырах, которые ранее считались практически недостижимыми для исследования. И вроде бы что в этом страшного? Открытия, связанные с черными дырами, всегда пугают и зачаровывают, ведь они могут уничтожить все на своем пути, включая и нашу планету. Надеюсь, что так далеко не зайдет. Пугает? Но это еще цветочки. Возвращение СССР. Давайте расскажу о еще более глобальном предсказании. Эпизод «Симпсонов» из 25-го сезона, где появляется карта СССР, расширенного включением всех 15 бывших республик плюс Норвегия, Финляндия и Швеция. Шутка и сатира? Вот только что, если это произойдет на самом деле. Вы скажете, что карта и карта, чего волноваться? Но тут есть еще один интересный момент с инспектором Чалмерсом, который упоминает 79-й забег вокруг школы, который совпадает с 79-м заседанием Генеральной Ассамблеи ООН. А оно действительно планируется на осень 2024 года. Это может быть лишь случайным совпадением, но также может указывать на то, как создатели шоу используют символику и номера для добавления скрытого значения или комментария к актуальным событиям. Тем более, что тут мы видим сразу два предсказания в одной серии. Что же будет на самом деле? Надеюсь, что все ограничится только заседанием, ведь возрождение СССР с присоединением других стран – это практически стопроцентная Третья мировая война. Постойте, но ведь ее они тоже предсказали. Третья мировая война. В ноябре 1987 года, когда «Симпсоны» только начинали свой путь на телевидении, они выпустили короткометражку под названием «Мировая война 3». Этот эпизод, хоть и был оформлен в виде сатиры, рассказывал о том, как Гомер Симпсон пытается подготовить свою семью к Третьей мировой войне, разыгрывая сценарий ночной тревоги о начале войны и падении бомб. Этот эпизод остается одним из самых мрачных в истории сериала. Сегодня, спустя десятилетия, мир, к сожалению, не стал более мирным. На текущий момент, согласно данным, мировая обстановка крайне напряженная. Существует несколько крупных военных конфликтов, таких как внутренний конфликт в Мьянме, израильско-палестинская война, война России и Украины, а также война в Судане. К этому добавляются меньшие, но не менее значимые конфликты, такие как война в Колумбии, которая унесла более 2000 жизней за последний год, гражданская война в Сомали с более чем 9000 жертвами, конфликты в Нигерии с более 3000 убитыми и война с наркотиками в Мексике, где погибло более 7000 человек только в прошлом году. Эти данные поднимают вопрос о том, насколько близок мир к глобальной войне. И, на мой взгляд, как никогда. Такое чувство, что керосин разлит по всей нашей планете, осталось чиркнуть спичкой. Напряженность между крупнейшими мировыми державами, Соединенными Штатами, Россией, Китаем и Северной Кореей продолжает расти, и многие эксперты считают, что мир уже находится на пороге масштабной войны. В этом контексте прогнозы «Симпсонов», сделанные десятилетия назад, кажутся не просто мрачной сатирой, а предостережением, к которому стоит прислушаться и вовремя остановиться. А что делать, если война все-таки начнется? И на это у мультсериала тоже есть ответ. Колонизация Марса. В марте 2016 года эпизод «Симпсонов» под названием «Хроники Мардж Йен» представил зрителям фантастическую концепцию колонизации Марса. В серии Гомер и его семья участвуют в программе, которая, как оказывается, была обманом, но несмотря на все трудности, Мардж и Лиза все же добрались до Марса, что было запланировано произойти в 2051 году. Этот мультфильмный сценарий странно перекликается с реальными планами Илона Маска и его компании SpaceX по колонизации Марса. Маск уже объявил о своих амбициозных планах отправить первую миссию с экипажем на Красную планету, первоначально намеченную на 2026 год, с возможностью ускорения до 2024 года. Однако, из-за ряда технических и финансовых сложностей, сроки стартов могут быть пересмотрены, и, как Маск недавно упоминал, настоящая колонизация Марса может занять еще 3-4 года. Маск также активно работает над разработкой ракеты
Starship, которая может стать ключом к осуществлению его мечты о межпланетных путешествиях. Он представляет будущее, в котором люди смогут переехать на Марс, превратив его во второй дом для человечества. Пока что реальность колонизации Марса кажется чем-то из области научной фантастики, но учитывая скорость развития технологий и растущий интерес к космической экспансии, возможно, к 2051 году на Марсе действительно появятся уже полноценные города, как это было предсказано в «Симпсонах». Это было бы поистине монументальное достижение в истории человечества, о котором «Симпсоны» могут сказать «Мы вам об этом говорили». Олимпийские игры. А вот еще одно предсказание, которое сбывается прямо на наших глазах. В 10-м сезоне «Симпсонов», который вышел еще в 1999 году, нас ждало удивительное предсказание. В эпизоде «Старик и троечник» один из персонажей, представитель Франции, утверждает, что Париж будет идеальной площадкой для Олимпийских игр 2024 года. Эта сцена заканчивается довольно комично. Француз в порыве страстей выплескивает вино в лицо председателю. И вот, спустя четверть века, этот смелый прогноз оказывается точным. Летние Олимпийские игры действительно проходят в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Оказывается, создатели «Симпсонов» снова угадали будущее, добавив в свой эпизод не только юмор, но и поразительную точность предсказания. Как такое вообще возможно? Просто полное безумие. Детский переводчик. А вот еще одно невероятное устройство, которое по версии «Симпсонов» ждет нас в этом году. Изобретение, способное перевести детский лепет в понятные слова, кажется чем-то из научной фантастики, но «Симпсоны» уже предвидели это много лет назад. В заключительной серии 3-го сезона под названием «Брат, не пожалеешь ни цента» Херб, сводный брат Гомера, создает устройство, которое превращает неясные звуки малышей в четкую речь. Херб, который ранее потерял свое состояние, занял у Гомера $2000 на разработку этого продукта, что в итоге оказалось очень выгодной инвестицией. Как оказывается, подобные технологии уже не за горами в реальном мире. Компания под названием Zondrim работает над технологией, которая позволит родителям и педиатрам понимать, что именно чувствует или хочет младенец. Их подход включает использование неинвазивных систем мониторинга и искусственного интеллекта для анализа детской речи. Несмотря на то, что в интернете можно найти множество приложений, утверждающих, что они способны интерпретировать детский лепет, большинство из них не оправдывают ожиданий. Однако Zondrim обещает, что их технология будет работать значительно точнее благодаря инновационной системе, основанной на звуках. С развитием технологий искусственного интеллекта и улучшением понимания человеческой речи мы можем оказаться на пороге революционного прорыва в общении с самыми маленькими. Если все пойдет по плану, к концу 2024 года родители могут действительно получить возможность понимать своих детей с новой точностью, благодаря реально работающему детскому переводчику. Это будет не просто удивительно, но и может кардинально изменить взаимодействие внутри семьи. Уверен, что родители сметут такое устройство с прилавков за абсолютно любую цену. Голограммы. А вот еще одно изобретение, о котором я всегда мечтал в детстве. Применение голограмм в повседневной жизни – это одна из тех тем, которая долго казалась больше элементом научной фантастики, чем реальностью. Однако «Симпсоны» в своем стиле в 34-м сезоне показали Барта, получающего голограмму приглашения на вечеринку, что могло показаться фантастикой всего лишь несколько лет назад. Этот момент в серии поднял интерес к возможностям голограмм в реальном мире. Компания HoloConnects, например, разрабатывает продукт под названием HoloBox, который похож на телефонную будку и позволяет отображать полноразмерные голограммы собеседников. Эта технология обещает сделать видеозвонки настолько реалистичными, что разговор будет казаться естественным, даже если ваш собеседник находится на расстоянии 1000 километров. С ее помощью голограммы могут стать частью нашего ежедневного общения, требуя лишь электричества и интернет-соединения. Вопрос о том, станут ли голограммы распространенным явлением к 2024 году, остается открытым. Технологии развиваются стремительно, и с каждым годом границы между тем, что казалось невозможным вчера, и реальностью сегодня стираются все больше. А выпуск первой партии этих устройств планируется именно в этом году. Похоже, что «Симпсоны» в очередной раз указали на потенциальное будущее, которое может сбыться на наших глазах. Безумие, правда? Пишите обязательно мнение в комментариях. И да, если вы тоже любите необычные истории, умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать классные сценарии, то переходите в наш Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать с вами. И спасибо за просмотр.